47-летний певец Юрий Шатунов впервые раскрыл подробности громкого убийства своего близкого друга, бывшего клавишника группы «Ласковый май» Михаила Сухомлинова. Страшное преступление, совершенное еще в 90-е, до сих пор не раскрыто, и до последнего момента Юра старался не касаться этой темы. Однако сейчас, когда музыкант с семьей переехал в Германию, он наконец-то раскрыл детали случившегося. Накануне Шатунов стал гостем шоу «Привет, Андрей», где рассказал Андрею Малахову неизвестные подробности. Как оказалось, расстрелянный бандитами Сухомлинов умер на руках у своего друга. Я прекрасно помню тот день. Мишка ночевал у меня, утром мы проснулись, позавтракали, и он ушел. Я услышал 2 выстрела на улице, увидел в окне автомобиль, который отъезжал от подъезда. Спустился вниз и увидел Мишку в машине с опущенной головой. У него вся шея была в крови, понял, что он уже мертв. Я его взял, положил себе на спину и отнес в квартиру, вспоминает Шатунов. Музыкант говорит, что даже спустя много лет после случившегося дела так и не раскрыли. Согласно одной из версий, убийцы охотились за самим Юрием Шатуновым, который чудом избежал смерти. По другой версии, Сухомлинова ликвидировали его коллеги по ювелирному бизнесу, куда он подался после ухода из «Ласкового мая». В любом случае, случившееся стало абсолютным шоком для Шатунова, который и сейчас с трудом сдерживает слезы, говоря о той трагедии. Юрий также рассказал Андрею Малахову о том, как он рос в детском доме. Оказалось, что в интернате он столкнулся с нечистоплотностью опекунши, директора заведения, которая отняла у него паспорт и долгое время заставляла работать на нее бесплатно. В этот момент Шатунов уже стал популярным артистом и гастролировал по всей стране. В течение 2 лет я работал на нее, пел концерты, рассказал Юрий. Примечательно, что эта женщина также не понесла никакого наказания.